Всем привет. Такой вопрос. Часто задают мне его огромное количество людей и в онлайне, и вживую, и друзья, и знакомые. То есть многих это волнует, да, и вот, ну, как бы выскажу свое мнение. Вопрос в том, что нужно ли было, да, уезжать, есть ли смысл в этом приезжать, например, сейчас в Ирландию и вообще за границу, и как вообще там живется. Игра вообще стоит свеч или нет. Либо это бесполезно, да, ты никогда там не станешь своим, например, то есть и всегда будет что-то не так. Никогда ты не сможешь там, да, так обосноваться и как-то чувствовать себя дома. То есть, в общем и целом вопрос, стоит ли выезжать сейчас из Украины, и ты рад этому или нет. То есть, это такой комплексный вопрос, которых много кого волнует. Я скажу так, да, нужно, конечно, нужно, и нужно было выезжать еще раньше. То есть, 22 и 23 год это самый был оптимальный вариант и момент для того, чтобы выехать и куда-то эмигрировать, где-то закрепиться, потому что в 22 году вообще было просто легко, настолько легко, что можно было просто уехать туда, куда ты хочешь, либо куда ты мечтал. Это первый момент, потому что пускали по внутреннему паспорту, по свидетельствам о рождении детей, то есть пускали всех, потому что было серьезное опасение, да, что там будет полная оккупация, захват, то есть и пускали всех. Сейчас на ноябрь 24 года все так поменялось, что могу ли я сейчас рекомендовать приезжать в ту же Ирландию, например? Не знаю, потому что многие уже украинцы, которые выехали в 22-м, в 23-м, они здесь уже так зацепились, они уже выучились, открыли бизнесы, нашли работу, жилье, и конкурировать с ними очень будет сложно, это первое. И второе, что уже условия не те, не такие комфортные. Вы уже не сможете просто получить то, что получили на старте те люди, которые приехали в 22 и 23 году. А это очень важный момент, потому что это Европа, да, это Евросоюз, и здесь работает такая система: кто первый, того и тапки. И я в этом убедился. И вот эта вся, да, игра, вот эта вся помощь, которая была дана, она сейчас забирается. И те люди, которые приезжают, они сейчас немножко, да, шокированы тем, что по рассказам, например, знакомого, да, какая здесь была благодать в Ирландии в 22-м и 23-м. И реалии 24-го тебя просто селят в какие-то, да, центры распределения, 90 дней, минимальные выплаты 38 в неделю и так далее. Рынок жилья переполнен не то, что только в Ирландии, вообще во всем Евросоюзе проблема с жильем, и рент повышается с каждым месяцем, с каждым годом. То есть кризис жилья не только в Ирландии. И сейчас очень сложно вообще выехать и нормально закрепиться. Кто-то спросит у меня, то есть вопрос, да, правильно ли я поступил и моя семья, что мы выехали, не жалеем ли мы об этом? Скажу честно, нет, потому что я из Донецкой области. Я весь этот трэш и жесть видел в реалии. Я был пару раз в оккупационной этой части, да, то есть в Донецке был раз по делам, раз типа в гости. То есть я видел все это в реале, как там происходит, как там люди живут. Хотел бы я жить там? Конечно же, нет. Люди там в большей части выживают. Бизнес там работает, да, но все там на тоненького, понимаете, там такие вот лихие 90-е во всех этих оккупированных территориях, там именно связи решает все, и там легко можешь получить, как говорится, пулю в лоб. Вообще, если кому-то перешел дорогу, это вообще не обсуждается. И сама атмосфера там такая серая, грустная, печальная. И главное, никакого светлого будущего там не будет. Сейчас до моего города 20 километров. Обстрелы уже стали регулярными. То есть, когда мы выезжали, конечно, линия фронта была, я не знаю, сколько до нашего города было, 80 километров, вы понимаете, за 2,5 года войны, то есть, вот так вот линия сдвинулась. Следующий момент, вижу ли я перспективу и будущее в Украине?
вот сейчас. Я скажу так, что до этого мы с женой ездили на заработки, потому что не видели слишком больших перспектив в Украине. Потому что нас все время завтраками кормят, неважно кто при власти. Вот через год будет лучше. Вот уже у нас же без виз. Вот мы подписали ассоциацию с Евросоюзом. Ребята, ну вы понимаете, что это все бла-бла-бла. И ждать того, что через год, через 2, через 5, через 10 будет лучше, но это утопия, это иллюзия. Потому что нужно жить сейчас, вот прямо сейчас, в данную минуту, в данную секунду нужно жить, потому что жизнь одна. И если ты хочешь развиваться и хочешь будущего для своих детей, для своей семьи в общем, то, конечно, я вижу это развитие сейчас, в данный момент в Ирландии. Я вообще ни на йоту не жалею, что мы сюда приехали и здесь живем. Есть своя специфика, есть свои минусы. Многие рвутся в Америку, а там что? Туда без денег нет смысла вообще ехать. Америка это просто кредитная игла. Вас подсаживают на эту иглу с самого начала. И вы потом не можете с этой кабалы вырваться. В Америку, на мой личный, на мое личное мнение, ехать без каких-то 10-15 тысяч на человека, это с ребенком тоже считаю, нет смысла вообще. То есть ты там будешь корячиться так, просто на 2-3 работах. Вот просто там на износ. Если ты без бабок, если у тебя нет бизнес-жилки какой-то, предпринимательства, то всю жизнь ты будешь просто делать грязную работу. Да, ты будешь жить тоже в безопасном месте, но американская мечта в 90-99% вы ее так и не осуществите. То есть вы не сможете с нуля прыгнуть на 100%, то есть стать от обычного человека стать каким-то миллионером и успешным, каким-то тем, кто откроет какой-то бизнес, либо что-то создаст, то есть станет успешным успехом. Нет, этого не произойдет, потому что эта страна переполнена такими вот амбициозными людьми, и ехать туда без какой-либо идеи и денег нет смысла вообще, еще желательно связи бы. Вот тогда можно ехать в Америку. А так ты будешь работать от звонка до звонка и вообще не радоваться тому, что ты там. В Европе все полегче, в той же Ирландии 8-часовой график, переработал, тебе дали намного больше денег, то есть там час больше, уже там идет другая оплата труда, это хорошо. И здесь 5-дневка, ты знаешь, что 2 дня у тебя есть отдыха, у тебя есть отпуск, и если даже с тобой что-то случится, то в той же Ирландии ты можешь податься на какие-то бенефиты, и какую-то помощь от государства, она огромная. В той же Америке такой помощи нету. Почему там столько бездомных людей? Потому что там не социальное государство. Там сколько ты заплатил, столько ты больше и получил от государства. В Ирландии немножко по-другому, как и во всей Европе. Тут больше помогает все-таки. Там тебя бросят просто на произвол судьбы, ты будешь просто жить в палатке, на улице. Все эти видео не просто так. Обратно же живут там в большей части, конечно, иммигранты и те, которые нелегально там находятся. Понятное дело, они ни на что претендовать не могут. Тут и в Ирландии, и в Евросоюзе таких хватает шариков. Но я не про то, я про то, что нужно жить прямо сейчас. Турция сколько там стоит уже в очереди в Евросоюз? 30 лет, 40? Так что я думаю, что иллюзия по поводу того, что завтра будем мы в Евросоюзе, послезавтра в НАТО, и на следующий день еще нам какой-то план Маршалла устроит, вольют в нас, не знаю, там, $1 триллион, и Украина отстроит все, что разрушено, все заводы начнут выдавать просто нереальные какие-то, нереальное какое-то производство, металлургия, шахты, там, химия, машиностроение и так далее. Нет, этого не будет. После войны будет еще труднее, еще сложнее. Это уже понятно, потому что там какая-то тетя из правительства заявила, чтобы каждому компенсировать утрату жилья в Украине, уже нужно там что-то 1500 лет. Вы вдумайте, что она плетет и милит, как люди могут хотеть вообще возвращаться в страну, когда понимают, что экономические перспективы полностью, они на ноль уничтожены. То есть. А главное, обидно в том, что богатые все равно становятся богаче за счет, обратно же, бедных. Поднимает цены на все, что возможно, и богатеет. Плюс огромная коррупция. Про нее
можно говорить просто часами. Люди в прямом смысле решили, что все, они живут вот сейчас, последний день, пока они у кормушки, и нужно максимально набить карманы, максимально просто набить все эти чемоданы, чтобы хватило не только ему и его детям, а правнукам, правнукам, понимаете, чтобы хватило всем, чтобы все могли с этой кормушки себя накормить. Так что мое мнение таково, что сейчас, в данный момент, если у вас есть шанс выехать, вы можете выехать, выезжайте. Хотя сейчас будет намного труднее реализоваться и зацепиться, но попробовать можно, потому что вернуться всегда что тоже можно. И в первую очередь, конечно, выезжать нужно тем, кто живет в прифронтовых областях. То есть Луганская, Донецкая, Харьковская, Херсонская, Запорожская. Это не обсуждается, потому что там перспектив не будет. Даже сейчас будет заморозка. Я помню, как была эта заморозка, да, мы все жили сколько лет. Типа спокойно, но постоянно у нас были военные, постоянно у нас какие-то правила, постоянно у нас какое-то особое отношение, какие-то косые взгляды, постоянно, то есть... Постоянно какая-то нестабильность была в области, вы понимаете? То есть все эти моменты после вот этих Минских соглашений в моем городе и в моей области Донецкой было нестабильно. И всегда веяло, знаете, какой-то напряженностью. И веяло это в области, ладно, когда ты выезжал за пределы области, Киев, там, не знаю, там, Буковель, Львов, не то, что были какие-то косые взгляды, либо претензии, а в разговоре меня бесило, знаете что, самая вот эта херовая фраза для меня была, это у вас там война, а где ты там, на оккупированной или нет? То есть у вас там война, не у нас. У вас там. И это мне, когда я работал в Чехии, в Германии, тоже люди были как бы с востока, да, с восточных областей, западных. И вот это вот люди западных областей постоянно вот так вот формулировали. Я думал, это единичный случай. Нет, это не единичный случай. Вот так вот почему-то, я не знаю, почему люди думали, что война только у нас. То есть лично у нас. Это там где-то у вас. Не у всех у нас война, понимаете, а просто у вас одних там война, какие-то разборки, какие-то дележки, какое-то АТО, какой-то ДНР и так далее. Вот так вот было. То есть и я лично и моя семья, конечно же, никуда не собираемся, потому что нам некуда. Скоро, я не знаю, конечно, я этого не хочу всей душой и сердцем, но мои родители, например, уже уехали в другую область, перевезли, да, 15-тонник нанимали и перевозили все, что возможно. Жалко все вот это видеть, понимаете, жалко просто людям трудно оставить. Все говорят, это все имущество, оно все, его можно обратно накопить, там, купить, это все, оно не важно, главное жизнь. Знаете, как человеку, который там отработал, отпахал в той же шахте, сделал себе ремонт, купил там дачу, машину, то есть все это нажил непосильным трудом, своим горбом и своим потом, и потом ему говорят, ну, дружочек, что, надо уезжать, надо все бросать это. Понимаешь, бросать все это. У меня тоже осталась там квартира, ремонт, техника и все остальное. И главное это воспоминания, да, и тихая, стабильная жизнь. Я знал, что у меня есть свой угол. Но все поменялось. Так что, ребята, что тут сказать? Советую вам попробовать всем выехать, потому что жизнь и будущее возможно только в спокойной атмосфере, это лично мое мнение. Всегда будут те, кто приспособится, всегда будет те, кто на ком-то будет наживаться, это понятно. И все уехать не смогут, это тоже факт. Но если у вас есть шанс, у вас есть амбиции, и вы хотите попробовать, то, конечно, выезжайте и пробуйте. Будет сложно, будет тяжело, но я думаю, что если у вас есть цель, и вы к ней хотите дойти, а главное в цели это безопасность и стабильность вас, либо вашей семьи, то, я думаю, это очень хороший мотиватор, да, чтобы попытаться выучить язык, найти работу и как-то себя реализовать. То есть, я думаю, это очень большой мотиватор. Так что, я думаю, я ответил на вопрос, что я считаю, что выезжать нужно.
пробовать надо, особенно тем, кто с прифронтовых областей, это вообще не обсуждается. Там спокойной жизни не будет, неважно, хоть завтра закончится война, спокойной, стабильной жизни не будет. Трудно, конечно, расставаться со своим имуществом, со своим прошлым, да, со своими воспоминаниями, со своей этой какой-то ностальгией, и это ты понимаешь, что, возможно, ты по этим больше дорожкам, по этому городу, в этой квартире никогда не походишь, не увидишь, да, эти все пейзажи и моменты из жизни, но главное, ты сохранишь жизнь. Это очень важно, я думаю, что это люди должны понимать. Так что выезжайте, пробуйте, не стесняйтесь, жизнь одна, и нужно попробовать все-таки себя реализовать. Не получится, если все успокоится, спокойно вернетесь, если вы с какой-то области, где все более-менее стабильно, то вообще без проблем, там, Одесская и так далее, да, там, Львовская, Ивано-Франковская, неважно, Киев, вернетесь просто и спокойно будете как-то пробовать, да, становиться на ноги обратно в Украине. Если у вас есть амбиции и вы хотите будущего лучшего, то, конечно, нужно выезжать и пытаться делать что-то в Европе, либо в Америке, Канаде, Австралии, неважно где, неважно, в любом, говорится, в любом кусочке, да, нашей огромной необъятной планете можно себя найти и реализовать. И до сих пор еще для украинцев есть поблажка. Но не забывайте, что в 26 году, я думаю, до 26 года все-таки все это рассосется и как-то остановится. И все поблажки, их и так уже осталось мало. Но после того, как все заморозится, либо та или иная сторона выиграет, да, и отменять все вот эти вот привилегии, бенефиты и какие-то, да, упрощенные способы попадания в ту или иную страну, в том числе и в Ирландию. Как вы знаете, в Ирландии вообще она не входит в Шенген, и здесь нужно получать было визу для украинцев. То есть, как только все это отменится, попасть в ту же Ирландию будет нереально просто. Просто нереально, вы понимаете? Так что у вас есть шанс сейчас приехать в страну, в которую очень сложно попасть, которая очень экономически развита и развивается. И здесь очень добрые, отзывчивые люди, которые с пониманием на вас смотрят. Так что выбор за вами. Свое мнение я сказал, что выезжать нужно, пытаться нужно. И я в ближайшем будущем возвращаться в Украину не собираюсь. Всем добра, позитива, мирного неба. Всегда на связи, держу в курсе.